Здравствуйте, многих из нас, если не большинство, пугает смерть. А что может напугать сильнее собственной смерти? Встречайте рассказ «Последняя встреча с Богом». Он сошел с небес вместе со своей армией воинов. Некогда павшие благодетели, небесные хранители Евангелия, прекрасные ангелы. Я видел его собственными глазами, потому что был там. Я узрел, как разверзлись небеса, и сквозь них засиял золотой свет. Это ни с чем было сравнить, свечение было таким ярким и благородным, что не возникало сомнения в его принадлежности Богу. И я не ошибся, это действительно был Бог. Он появился почти сразу, как свет пробился сквозь облака. Облаченный во все белое, он спускался с небес. Было ощущение, словно он хотел, чтоб мир почувствовал его присутствие, одарил его своим объятием. Я наблюдал, как люди, глядя на него, падали на колени. Для них это была ожившая книга Откровения. Сам Бог явился на землю. Он выглядел намного человечней, чем я мог себе представлять. Клянусь, он казался простым смертным, словно его можно было ранить или даже убить. Это нелепо, у вас, наверное, вызвали насмешку мои слова, ведь это полнейший абсурд. Вездесущий и всемогущий выглядел так, словно ему можно было навредить. Но по-прежнему в голове стоял вопрос, что заставило Бога снизойти на землю. Видимо, мы все-таки стоили его внимания. Я помню, рассуждал, как изменится мир, если Бог даст о себе знать, как религия утрет нос науке, столько лет отрицавшей его существование. Я осознавал, и все остальные тоже осознавали, сегодня мы встретились с Богом. Народ стоял, задрав головы к небу, и никто не успел даже опомниться, как из золотого свечения повалили толпы черных существ. Они выходили тысячными потоками и не собирались останавливаться. Люди могли только беспомощно наблюдать, как существа начали пикировать на ангелов. Именно в тот момент я понял, что проживаю свои последние мгновения. Я сделаю последний вздох, издав последний шепот. Забавно, но меня сейчас меньше всего волновала моя скорая кончина. Что действительно беспокоило до глубины души, так это его лицо, лицо Творца. По нему было ясно, что надежды нет. Сам Бог был бессилен перед полчищами черных тварей. Его глаза говорили, что он не навещал своих детей, он просто убегал. В тот день, когда человечество встретило Бога, не было времени праздновать и ликовать, воспевая Творца, потому что в тот день, когда человечество встретило Бога, он плакал. Гибель Творца, как конец всему, может по-настоящему напугать. Ведь смерть предполагает продолжение в другом мире, а если нет Творца, то и продолжение тоже. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Нас все больше и больше. И впереди только лучшие короткие страшные истории для вас.